Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы. Каждый день выходят видео, советы на день, выходят прогнозы, стараюсь делать каждую неделю. Иногда не получается, но прогнозы на месяц выходят всегда. И, конечно, тематические видео, финансы, отношения. Здоровье я реже, не знаю почему, не могу я вам объяснить, почему не очень люблю делать расклады на здоровье. Большая очень ответственность. Нет, я знаю почему, потому что это огромная ответственность. И я не хочу быть причиной для кого-то, чтобы что-то ухудшить ситуацию, ухудшить положение. Хотя все мои расклады все равно уходят в плюс, уходят в улучшение. Но особенно люди, которые неважно себя чувствуют, они очень внушаемы. И я не всегда чувствую в себе достаточно силы, чтобы предсказывать на здоровье. Хотя иногда я это делаю, а вот практики для улучшения энергетики, для повышения энергетики и для лучшего самочувствия на канале есть. Поэтому пользуйтесь. Они, конечно, не призваны отменить диагноз, поставить диагноз и назначить лечение, но когда вы, принимая лечение, еще и меняете свое внутреннее состояние и свое отношение к выздоровлению, это очень хорошо помогает усилить действие лечения. Вот и для чего это есть. Сегодня мы будем смотреть на личную жизнь и что же может произойти в личной жизни, что же было бы здорово сделать для улучшения отношений, для нахождения партнера или партнерши и как сгармонизировать это все. Тут может быть как отношения в паре, так и отношения в семье в широком смысле этого слова. Все, что увижу, я расскажу. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент. Вам нужно успокоение некоторым из вас и балансировка внутреннего состояния, говорит эта карта. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Меня карта просто немножко поменяла мои мысли, и я что-то потеряла, что я говорила. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, Господь, космос. Называйте это как вам нравится и то, что близко к вам. Ну что, смотрим. Личная жизнь в ближайшее время. В ближайшее время, я хочу сказать, ваша личная жизнь может пострадать от того, что вы все время думаете о финансах. Что это значит? Это значит, что ваш партнер или ваша партнерша, может быть, попали в какую-то затруднительную ситуацию, связанную с финансами, потеряли работу, например, или дела в бизнесе не идут так, как они запланировали. Также это может быть и у вас. Это может быть что у них, что у вас. И, соответственно, ваша концентрация на недостатке денег, ваша концентрация на недостатке финансовых поступлений может вызывать что в вас, что у вашего партнера. Но тут именно я вижу ярко ситуации в паре. Вызывают раздражение, вызывают почему-то иногда даже озлобленность. И, соответственно, каждый из вас пытается
скинуть вину на другого. И из-за этого могут происходить скандалы, из-за этого могут происходить ссоры, недопонимания и, соответственно, ухудшение отношений. Но при всем при том, что да, это на сегодняшний день, скорее всего, у некоторых из вас существует, помните, что по пятерке пентаклей, в середине пятерки пентаклей, особенно в этой колоде, тут же еще есть и символы. Идет символ туза пентаклей. Туз пентаклей точно так же в этой колоде идет. И бабочки и туз пентаклей говорят о том, что в ваших руках все это изменить. Вы по какой-то причине не видите выхода, а выход есть. Скорее всего, эта причина, вот то, что я сказала, эмоциональность. Вы излишне эмоционируете по этому поводу, по любому поводу, и, соответственно, ваши эмоции застилают ясную картину ситуации. Из любой ситуации, помните, есть как минимум 2 выхода. И главное это успокоиться, перейти в такое более заземленное состояние. Заземленное имеется в виду это спокойствие. И, соответственно, подумать о ситуации, подумать о том, не о том, что происходит, а о том, что же вы можете сделать для улучшения ситуации. Смотрите, ярче всего увидела именно материальную ситуацию, но тут, если даже я это не увидела и не ярко увидела, в любой ситуации, когда вы идете на конфронтацию для того, чтобы улучшить отношения, для того, чтобы перестать злиться, для того, чтобы перестать обижаться и перестать кого-то винить, нужно прежде всего успокоиться и все-таки попробовать помыслить аналитически. Почему произошло? Как произошло? Я знаю, что это долго. Вот я уже кого-то из вас услышала, что это очень долго. Но вы уж простите. Вы же знаете, что это же работает и в физическом смысле тоже. Например, вы порезались. Порезались вы за 1 секунду. Правильно? А заживает неделю, а то и 2. Помните? А и еще, понимаете, а еще и надо применять какие-то антисептики, какие-то заживляющие мази. Это значит, надо помогать своему порезу зажить. То же самое работает и в отношениях. Поссорились за секунду, а вот именно помириться и восстановить мир и покой берет время. Ну что, давайте посмотрим, что еще посоветует нам Таро по личным отношениям. Знаете, это правосудие. И эта карта говорит о том, что если уже нельзя починить что-то, если уже подошли к такому моменту, что отношения перестали радовать, работать на вас, перестали приносить вам позитивные эмоции, время что-то решить и действительно, может быть, даже расстаться. Решение должно быть только ваше. Я очень не люблю говорить клиентам насчет расставания, насчет вот таких вот уже кардинальных мер. Но из того, что я вижу по первой карте, у некоторых из вас вы уже подошли к этому состоянию, когда ничего не может помочь, по крайней мере, на данный момент времени. И иногда, расставшись на какое-то время, взяв паузу и рассмотрев спокойно, успокоившись,
рассмотрев то, что произошло с разных сторон, можно найти выход, и не обязательно этот выход развод. Это может быть выход, который наоборот сплотит вас еще. Иногда, давая какую-то паузу отношениям, приходят люди к выводу, что плохо друг без друга, и тогда по-другому уже смотрят на отношения. Ну и, конечно, всегда опирайтесь на свое внутреннее состояние. И эта карта еще говорит о том, что для того, чтобы все шло хорошо, для того, чтобы была гармония, для того, чтобы все задачи решались мирным путем, обязательно надо принимать своего партнера или партнершу такими, как они есть. Не пытайтесь менять человека. Ничего у вас не получится. Изменить человека невозможно. И вам-то меняться не надо. Если кто-то хочет, чтобы вы менялись, то хорошо подумайте, прежде чем строить отношения с таким человеком. Потому что меняться нельзя. Можно попробовать изменить свое отношение к человеку и посмотреть на человека с другой стороны, если в этом есть потребность, и если вы, конечно же, этого хотите. Вот так вот я что-то много рассказываю, но знаете, когда выходит прекрасное солнце, то тогда и рассказывать-то нечего. И это солнце говорит о том, что все у вас будет прекрасно, даже без никаких ваших усилий. А тут я вижу работу, которая может потребоваться для улучшения отношений и для восстановления отношений. Кстати, я не сказала здесь о тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половины. Ваше состояние неуверенности в себе, что вы недостаточно хороши, может быть, вы недостаточно хороши в финансовом, вы считаете, может быть, вы недостаточно хороши внешне, может быть, вы считаете, что вы недостаточно хороший хозяин или хорошая хозяйка. И, соответственно, получается, что ваша неуверенность в себе и не позволяет вам кого-то встретить, потому что вот в ближайшее время, кроме ваших внутренних сомнений и терзаний, я пока что не вижу встреч. И это вот вторая карта говорит о том, что не судите себя строго, примите себя таким, как вы есть, и такой, как вы есть. Помните, если в прошлый опыт отношений был, что вам говорили неприятные слова, и, скорее всего, они у вас засели в подсознании, потому что вы даже неосознанно излучаете эту энергию, то это не значит, что это правда. И помните, что каждый партнер и каждая партнерша разные, индивидуальные и уникальные. Поэтому прежде всего не судите себя, примите себя таким, как вы есть, такой, как вы есть. Выведите себя из вот этого состояния нужды в отношениях, станьте счастливыми сами по себе. Получите комфорт от того, что вы свободны. И вы увидите, как вы начнете притягивать к себе партнеров. Если вы к тому времени очень сильно этого захотите. Есть люди, которым комфортно одним. Есть. И это нормально. Нет правильного, неправильного. Нет хорошего или плохого. Все такое, как вы его видите. Да, некоторые даже, я читала, как называют, мир – это иллюзия каждого из нас. Как мы это видим, так оно и происходит. А видим мы по-разному. Давайте посмотрим еще один.
Смотрите, эта карта говорит о том, что для улучшения отношений, для нахождения второй половинки, для нахождения партнера или партнерши нужно планирование и подготовка. Что это значит? Я уже сказала по соседним картам, мне просто карта подтвердила, что то, что я увидела, это правда. Подготовка себя. Прежде всего, подготовка себя. И, конечно же, действия. Это сайты знакомств. Это разговор с друзьями, родными, близкими, знакомыми, коллегами. И, конечно же, готовность что-то делать для нахождения своей второй половины, и в ближайшее время это будет благоприятно. Ну, а я, в свою очередь, желаю вам счастья.